Добрый день, друзья! Сейчас середина января, но орхидеи почувствуют приближение весны уже в феврале. И для меня сейчас самое лучшее время для пересадки орхидей. Пересаживать буду небольшие орхидеи, приобретенные летом. Вот эта орхидейка Black Piano приобретена в размере 1,7. Но начала очень активный рост. Посмотрите, какие корешки у нее появились. И в горшке тоже. Считаю, что ее нужно пересадить. И для меня самое важное на момент пересадки, чтобы орхидея была именно в активном росте. То есть и корни, и листья начали активно расти. Сейчас я извлеку орхидею из горшочка, и мы с вами посмотрим, что внутри мохового стакана, если там вообще какие-то корни. Эта орхидея была приобретена именно в мху, и я ее ни разу не рассматривала. Чуть-чуть распушала мох, но в смысле не осматривала корни. Ни разу не убирала этот мох. Вот видите, вот этот был распушенный мох. И здесь очень активно росли корни. А вот это второй плотный моховой стакан. И вот сейчас мы увидим, росли ли там корни и вообще, что там за корни были при покупке. Ну, видимо, корни какие-то были, но не могла же она быть совсем без корней. Нет, эта орхидея была с корнями. Вот там внутри этого стаканчика мохового были корни. Вот они. Вот они все теперь показались. Но от него всего рос один корень. Вот. Ну, эти тоже живые. Но по каким-то причинам кончик этого корня засох. Можно его обрезать до живого. Есть еще один такой кончик. Какие-то корни высохли. Вот смотрите, совсем сухой корешок. Веламен снимается очень легко. А сам тяж корень, он почернел. Ну, что-то не понравилось. Его можно отрезать. Есть еще маленький фласочный листик. Вот под всеми растущими новыми корнями. Его тоже можно убрать. Он, кстати, желтеет. Все орхидейки так делают, фласочные листики. Они в основном вот таким образом желтеют, забирают из них питательные вещества. Но для того, чтобы нам удобно было посадить орхидею, этот фласочный листик я сразу уберу. Есть еще один корешок, который начал вроде бы расти. И по непонятным причинам веламен и корень высохли. Такой корень тоже отрезаю. Ну, все, неплохо. Теперь давайте возьмем горшок и посмотрим, какой горшок подойдет для этой орхидеи. Вот прекрасно подойдет горшочек 0,6 литра.
Но видите, все корни, которые были в мху, прекрасно помещаются в горшок, а эти росли вверх. Я вам уже не раз показывала, что для того, чтобы поместить такие корни в горшок, то есть направить в горшок, их нужно обязательно напоить, чтобы они стали влажные. Тогда они становятся не такие ломкие, и их можно будет направить в горшок, не сломав. Сейчас я приготовлю емкость с теплой водой, опущу орхидею примерно на полчаса в воду, а потом сделаем посадку. Все, Сёма, ты ж пришел и ушел. Всё, у тебя есть полчаса времени. Посиди спокойно. Ричи, лёг и слушай. Ты сел? Слушаешь. Вода должна быть 28-32 градуса. Помещаю орхидею в эту емкость, и именно те корни сухие должны оказаться в воде. И вот когда они напьются водички, тогда их будет очень легко направить в горшок. Вот так орхидея 30 минут находилась в воде. И теперь я помещу эти корни в горшок. Причем сначала я помещаю вот эти длинные корни, которые были воздушные, а потом укладываю все те корни, которые находились в мху. И все прекрасно получается. Сажать эту орхидею буду в керамзит с добавлением циафлоры. У меня циафлора для луковичных растений. Она прекрасно подходит для орхидей. И все свои орхидеи, которые нуждаются в добавлении циафлоры, я сажаю именно в такую циафлору. Циафлору промыла. Промываю циафлору только лишь потому, что очень много тонкой каменной пыли. А эта каменная пыль корням совершенно не нужна. Но все равно сначала насыпаю керамзит, а циафлора немного сверху. Так, придерживаю орхидею по центру горшка. Насыпаю керамзит. Керамзит, кстати, тоже промытый, потому что керамзитная, опять же, каменная пыль присутствует во всех пакетах. А циафлору стараюсь насыпать непосредственно корням, потому что только при соприкосновении с корнями циафлора отдает корням питательные вещества. При контакте с корнями.
Здесь тоже видны корешки. Циафлора более тяжелый грунт, поэтому при поливах она опускается вниз горшка. И если еще понадобится какое-то количество циафлора, ну, не больше столовой ложки, где-то примерно через 2-3 месяца можно насыпать еще немного циафлоры. Но если орхидея активно пойдет в рост и появятся корни в горшке, а эту орхидею теперь можно поливать удобрениями, то, может быть, циафлора больше и не понадобится. Сейчас она буквально за неделю-две приспособится к новой посадке, адаптируется и надеюсь, что будет активно расти. Это очень красивая бабочка Black Piano. Ну и дальше проследим ее судьбу. Надеюсь, что, может быть, через год-полтора она зацветет, но не раньше. Все орхидейки, которые приобретаются в размере 1,7, они очень маленькие, растут долго до цветения, но все бывает. Иногда даже такие маленькие орхидеи зацветают. Но когда такие орхидеи дают первый цветонос, нужно посмотреть на состояние орхидеи. Может быть, ей будет рано цвести, потому что она все силы отдает в цветок, а расти в это время перестает. Вот садовники, они первые цветоносы всегда отрезают, дают возможность нарастить орхидеи зеленую массу, и только тогда разрешают им цвести. Поэтому нужно всегда наблюдать за орхидеей. Так что понаблюдаю. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале. Проверяешь? Все проверил. Симоне, все закончилось. Вот Юлечка спит. Вот Ричи спит. И ты можешь пойти поспать.